Ты не можешь получить вак в контре, если у тебя нет контры. Всем привет, ребята, с вами Гавер, и хочу вам сказать, что этого видео в принципе не должно было быть, но все же давайте-ка посмотрим, что же произошло с Counter-Strike. Последние дни с ребятами мы собирались записать уже окончательные ролики по Fix CSGO, нам якобы ответила Valve совершенно в другой ветке на Reddit, где ребята спрашивали об автоматическом бане спинботов, где сам ВАК ответил, что они собираются сделать систему с машинным обучением, которая будет сама детектить спинбот и сразу отправлять его в патруль. Сделали ли это Valve после того, как мы пытались до них достучаться, либо просто так совпало, пока что неизвестно. В итоге, посидев, подумав, что это в принципе, наверное, скорее всего к нам никак не относится, мы не стали делать какого-либо рода ролики. И в то время, когда уже большинство из нас собиралось пойти лечь спать, нам в личку начали сыпаться сообщения с тем, что с контрой что-то неладное происходит. Все сообщения твердили о том, что появились какие-то боты, которые влетают в лобби и спамят о том, что давайте, ребят, не поиграем в контру один день, потому что Valve просто нас использует, и мы не получаем то, что мы должны получать за свои деньги. В итоге у нас все-таки получилось выйти на этих ребят, пообщаться с ними, узнать зачем и почему они вообще это все дело сделали. Как оказалось, в итоге за этим всем делом стояло всего лишь 2 человека, которые и написали этот софт, который им позволял совершать все эти манипуляции. От ребят мы услышали очень много интересных вещей, узнали, что можно играть Prime даже не имея Прайма, залетать за место кого-то в матчмейкинг и еще очень много-много интересных вещей, которые, в принципе, я думаю, вам не нужны, а то скажете опять, что показал школьникам, как Counter-Strike ломать. Первое, о чем я поинтересовался у ребят, защищает ли от этого всего дела, например, приватное лобби. То есть, когда ты заходишь в настройки игры и ставишь изначально закрытое лобби, и что ты можешь только приглашать друзей. То есть, когда ты создаешь лобби, оно у тебя изначально закрыто, якобы, значит, никто не может к тебе приконнектиться. Но ребята мне все доходчиво объяснили и показали, что это не так. Где-то в ресепшн там его выделили. Здрасте. Прикольно. Чайка на том аккаунте и 200 заявок. Вот помнишь? Дальше ребята начали уже показывать все фокусы, которые можно сделать с помощью данной тулы. И я вам сейчас это все дело покажу. Смешно. Там фишка, знаешь, в чем? Короче, на основе есть вак в сурсе, по-моему. Мне вот это больше... У нас забажило, короче, мы прописали диск, а потом Silver 1. И у нас звание там меняется. Ой, в CSGO Cheats я ради. Я засканил 57 Hello, Паша тысяч напишу. лобби. Нормально. Как потом нам рассказали ребята, все это дело нашли они приблизительно 2 месяца назад. Изначально они не думали, что можно прям до такого все это дело развить. Они могли просто коннектиться в чужие лобби. Потом оказалось, что можно массово врываться в лобби. После этого они узнали, что можно подменять Steam ID и закидывать в лобби совершенно левых людей. Ну и самое прикольное, как по мне, они узнали, что можно крашать лобби, и контра у тебя просто-напросто будет закрываться. Кто помнит, когда в январе месяце послетала система рангов, это как раз было из-за этих ребят. На данный момент можно просто залетать в лобби, но в тот момент они попробовали залететь в матчмейкинг, что и привело к падению к такому классному. Сам я данный софт запускать не пробовал, и даже если вы где-то найдете source, я не советую вам его пробывать, потому что Valve банит просто наглухо Steam аккаунты, не только тот, который юзался данным софтом, но и все, которые были у вас запущены до этого на компьютере. Так что играться с этой штукой вам не советую. По поводу посыла. Посыл, я думаю, довольно прост и ясен, из-за чего он появился, я думаю, тоже не стоит объяснять. Все, по сути, началось, ну, наверное, скорее всего, из-за нас. Нет, читеров не стало больше в CSGO после того, как мы выпустили первую нашу серию роликов. Просто эти ребята перестали прятаться, у них появился новый способ оправдать свои действия, они пишут свой никнейм Fix CSGO, бегают, играют с читами и кричат, что они за благое дело, они пытаются очистить Counter-Strike от читеров и обратить на себя внимание, чтобы создатели игры
что-то начали делать. Когда же мы, в свою очередь, просто попросили, чтобы ребята распространяли информацию, но никоим образом не проверяли это на себе. Мы не снимаем с себя ответственность, да, все узнали, что ВАК не работает и можно играть с читами. Но мы не виноваты, что создатели КС и античита просто-напросто кладут на нас и на наши заявления. Еще раз поговорим по поводу критики. Как только мы выпустили наши ролики, особо каких-то негодований не было. Все ребята понимали, что с Counter-Strike происходит что-то неладное, она катится куда-то на дно и пора бы уже что-то сделать. После первого ролика было очень много полезной критики, то есть мы узнали, что нужно сообщение перевести на английский язык и стучаться к разработчикам на их родном языке и стараться пробиться к зарубежным ютуберам. В итоге во втором ролике мы отправили сообщение зарубежным ютуберам, получилось у нас это сделать только с помощью спама, потому что другими способами достучаться к ребятам у нас просто-напросто не получалось. Многие из них используют Twitter, где личка закрыта, какие voice-чаты они используют, мы вообще не знаем, и единственное, с кем мы могли пообщаться напрямую, так это Аномали, который по сути и смог правильно донести наше сообщение, за что ему огромное спасибо. Но после всего этого началась череда видосов, в которых люди не очень хорошо относились к тому, что мы начали. Во-первых, нас обвинили в том, что после нас количество читеров увеличилось в миллиарды раз, что ваш фикс CSGO это говно и вы пидоры, гады и так далее. В принципе, вот это основной скелет тех сообщений, которые сейчас находятся под видео. В итоге многие люди получают ответы на свои вопросы в моих комментариях, после чего они их удаляют и через пару дней выпускают видос о том, что где-то там я удалил чей-то комментарий, при этом выкладывая скриншот своего сообщения, ведь каждый человек делает скриншот своего сообщения перед тем, как кто-то его удалит. При этом получают такую субстанцию, из которой можно просто генерировать просмотры. Пилят ролики, говорят, чтобы я там ответил, и люди забывают самое главное, что цель наших видео была донести информацию о том, что в нашей любимой контре есть античит, который не работает, и пора бы с этим уже что-то сделать. И если даже уже сами создатели читов топят эту игру, я серьезно, я не знаю, что мне нужно здесь вам рассказывать, чтобы вы меня поняли. Либо вы просто-напросто не хотите понимать, и вам нравится то болото, в котором вы сидите сейчас. По поводу радикальности методов, так скажем, да, все многие говорили, что вот у вас большая аудитория, вы типа допустили ошибку того, что вы рассказали, как работает античит, точнее, как не работает античит, и теперь много читеров, якобы можно было бы другими словами все это донести до разработчиков. Да, окей, есть косяк, не каждый день я записываю ролики о том, что игра не работает. Хорошо, давайте попробуем пойти по правильному пути. Полгода назад я написал саппорт Steam насчет того, что есть такой Vertigo Boost, кто не знает, это когда ты с одного компьютера запускаешь сразу 10 копий Counter-Strike с аккаунтами и по сути играешь матчмейкинг сам с собой. Ну и что же, прошло полгода, мне никакого официального извещения от саппорта так и не пришло. Появилась ветка на Reddit, где написали, что якобы уже все, этот метод не работает. Но это не точно. Как я должен понимать, что мое сообщение услышали? И даже если пофиксили, можно это интерпретировать так, что это невыгодно Valve. То есть ты бустишь без читов, у тебя 5 аккаунтов без читов с одной стороны, 5 аккаунтов с другой стороны, ты просто апаешь звание без читиков, никаких банов тебе не прилетает. Это невыгодно для Valve. Надо, чтобы кого-то банили, чтобы аккаунты покупались. Но это просто предположение. Еще интересная мысль о том, что те ребята, которые ищут баги, записывают видосы, типа как этот баг повторить, для того, чтобы разработчики потом это пофиксили. Получается, они пидоры тоже. Ведь они показали всей своей большой аудитории. Например, тот же Sparkles, который показал баг, когда ты мог заспауниться просто посередине карты на Дасте. И почему-то ни у кого не бомбило, пофиксили довольно быстро этот баг и все. Просто Valve не может признать, что вот да, настолько все очень плохо. В комментариях в то же время никто не пишет, что Sparkles, ты вообще... Понимаешь, что ты делаешь? У тебя большая аудитория, все школьники теперь будут заспауниться, вот это значит у нас на миду. Ты что наделал, засранец? И что тут далеко ходить? Даже на видосе у Аномали, на последнем, там где он говорил про фикс CSGO,
практически нет негативных каких-то комментариев о том, что что ж вы засранцы наделали, теперь невозможно играть в Counter-Strike. И после всего этого мне только одна мысль в голову лезет, это то, что людям нравится все это дело, вместо того, чтобы что-то делать, помогать сообществу, участвовать во всем этом деле, просто жаловаться, сидеть, плакать и ждать, пока вместо вас кто-то что-то сделает. И если он совершил хотя бы мельчайшую ошибку, сразу ткнуть его мерзким носиком в эту грязь, чтобы он знал, как он мудила. Прикольно так-то, но вот только что Valve сами написали в Reddit, что небольшая такая заметочка, хотим вам сказать, что мы заметили все, что творится, и работаем над решением этой проблемы. Пока только не ясно вообще, когда мы это все дело решим. Прикольно, Valve, прикольно. И страшно задуматься, это сделали только 2 человека. Первый раз они смогли потушить систему рангов, сейчас они просто-напросто блокируют все лобби. И при этом они уже даже сами во всем этом деле не участвуют. Как сказали сами создатели софта, для них это был красивый такой способ уйти с Counter-Strike. Они могли продавать его за большие деньги, чтобы люди им пользовались, и никто даже бы не знал, что есть какие-то проблемы, но они решили поступить именно так. Плохо это либо хорошо, решать, конечно же, вам, но то, что они поступили именно так и ткнули Valve носом в их проблемы, я считаю, что это достойно уважения. Я надеюсь, после этого ролика более-менее вы понимаете, что сейчас творится с Counter-Strike, мы будем стараться держать вас в курсе. Фух, ну а на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментарии. Я по возможности постараюсь на них ответить. Ну, а с вами был Гайвер. Всем пока-пока-пока.